Мясо! Мясо! И еще немножко мяса. Закрываем сезон шашлыков с размахом. Полюбуйтесь, какой красавчик. Мастер на все руки раскроет самый необычный рецепт барашка на огне, Вау. чтобы вы легко приготовили его сами. И понесли вертел на мангал. Раз. Точите ножи. Сталик Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. В субботу в 8:00 на РЕН-ТВ. Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище. А меня зовут Сталик Ханкишиев. Вот вы мне скажите, пожалуйста, сколько блюд вы знаете из теста, рубленого мяса и перекрученного через мясорубку лука? Сколько? Пельмени, манты, чебуреки, пирожки, пироги, что еще? А если ко всему этому добавить еще и тандыр, а в тандыр подбросить дровишек, никакие идеи дополнительно не возникают? Самса, да? Я и сам так думал, что мясной фарш, тесто и тандыр все вместе получается самса. Так я думал, потому что никогда не бывал в Хорезме. А в Хорезме есть еще одно блюдо, очень похожее на чебуреки, очень похожее на крымско-татарское блюдо под названием янтык. Вы опять все пропустили? Вы опять не посмотрели мою замечательную, самую лучшую кулинарную программу, когда мы показывали вам про крымско-татарский янтык? Тогда для вас один путь. Вот этот QR-код, ведущий прямо в мои социальные сети. Наверстайте упущенное, тем более, что вам это узнать очень полезно. А мне пора смешивать мясо и лук. Здесь 200-250 граммов лука. Здесь 500 граммов мясного фарша. Я должен сказать, достаточно жирного мясного фарша. Я добавил с половину столовой ложки соли, добавляю четверть столовой ложки черного перца и вымешиваю фарш. Но чтобы время зря не терять, расскажу вам пока рецепт теста. Значит так, берете 1 килограмм муки, берете пол-литра молока, берете чайную ложечку, может 1,5 чайной ложечки соли. Вот вам и тесто. Но многие могут меня спросить, а нельзя ли вместо молока взять обычную воду? Ну да, конечно, можно. Тогда у вас получится обычное тесто. А хорошее тесто от обычного отличается тем, что в него добавляют кто яйца, кто молоко, кто кефир, кто масло. И все это улучшает тесто. И именно такое тесто лучше всего подходит для гуммы. Гумма. Так называются особые пирожки, которые в Ташкенте готовят совершенно иначе. Там берут такое мягкое тесто, дрожжевое, на кефире, не знаю, кто на чем. Одним словом, мягкое, очень пышное тесто. И готовят его с тем, что в простонародье называют ухо, горло, нос. Одним словом, с ливером. Там, в Ташкенте, гумму жарят в казанах в огромном количестве растительного масла. Очень похоже на беляши. А в Хорезме гуммой называют совершенно другое изделие. Давайте мы не будем вперед забегать, а то вам неинтересно смотреть будет. Итак, вот это примерно половина теста. И из этой колбаски выйдет, ну сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук гуммы. Скатываем из теста шарики, заготовки с ровным круглым верхом. Ровные кругленькие заготовки. Из круглых заготовок листики теста тоже получатся ровными, аккуратными. И все, начинаем раскатывать. Для начала я раскатываю не очень большие заготовки. Пусть полежат вот здесь, под полотенцем, чтобы не пересохли. Обратите внимание на метод раскатывания теста. Я не поворачиваю тесто, у меня тесто под скалкой крутится. Все потому, что у меня скалка особая, узбекская, веретенообразная. Вот все спрашивают у меня, что привезти, когда мы поедем в Узбекистан. Поедете в Узбекистан, купите себе такую скалку. Опять беру по одной заготовочке, тесто полежало и стало более мягким, более податливым. И начинаю раскатывать тесто размером, как для большого чебурека. Понимаете, да? Жесткое тесто не катается сразу, ничего страшного. А в 2 этапа раскатается, растянется.
раскладываем примерно по ложке, по 2 фарша. Если описывать самсу, то, наверное, можно сказать, что самса – это фарш, завернутый в тесто. А если описывать гуму, то это другое. Это тесто с фаршем. Понимаете? Очень вкусное тесто, ну что-то вроде лаваша. И именно поэтому для гуммы тесто должно быть очень вкусным. Именно поэтому в Хорезме в тесто для гуммы непременно добавляют молоко. Это для того, чтобы тесто вкуснее стало. Вообще идея плоского, бездрожжевого хлеба очень древняя, ведь она, по сути дела, еще в Ветхом Завете описана. Вы помните о преснике, то, что у евреев называется мацой? Так вот, наши народы решили в эту самую мацу, или лаваш по-нашему, добавлять еще какую-то начинку. И добавляют кто что. И сыр, и зелень, и, разумеется, мясо. Ну а как же нам обойтись без мяса? Ну скажите, чем вам не чебуреки? Чем не дагестанские чуду? Чем не крымско-татарские янтыки? Разве только тем, что пекутся в тандыре? Но вот что я вспомнил. В Азербайджане очень любят блюдо, которое называется кутабы. Так вот, если кутабы готовят с мясом, их иногда тоже выпекают именно в тандыре. И ровно при той же самой температуре. При температуре стенок тандыра 225 градусов. Сейчас мой тандыр слишком горячий. Я спрыскиваю его стенки водой. И с тандыром все люди, вне зависимости от их национальности, обращаются одинаково. Побрызгали водой, протерли стеночки тандыра от пыли, от сажи. Ведь тандыр не просто печка. Тандыр – это наш кормилец. Вот эта особая перчатка, она из Узбекистана. При помощи такой перчатки лепешки в тандыр прилепляют. А мы сейчас при помощи вот этой подушечки будем прилеплять гумму. Смотрите, она круглая, а гумма полумесяцем. Ну и хорошо. Уложили одну, а рядом другую. И обе смачиваем водой, чтобы они к тандыру прилипли. С разбегу, быстро, бегом. Раз. Следующая пара. Смочили водой, непременно смочить водой, иначе не прилипнет. В этом весь секрет. Однако и лишней воды тоже не должно быть. Вот руками должна очищаться, что они начали липнуть к руке. А уж горячей поверхности тандыра прилипнут обязательно. Ух! Ну вот, а я и не ожидал, что они так быстро испекутся. Смотрите, не успели поставить. Ох ты! А первый уже готовый. Причем, что удивительно, первый-то отлепился хорошо, а второй переломился. Так вы же все равно захотите посмотреть, что там внутри. Вот я вам и покажу. Отлично! Отлично пошли! Очень хорошие, очень красивые. И теперь еще один секрет, секрет, что называется, полишинеля. Буквально каждый пирожок непременно смазываем топленым маслом. Так они получатся еще вкуснее. А потом накрываем крышкой и пусть поставят под крышкой. Подождут, пока остальные будут готовы. Но я должен вам сказать, с тандыром все дело достаточно хлопотное. Да и не у всех есть тандыры. Как же быть, если вы пропустили наш замечательный сюжет о крымско-татарских янтыках, то путь вам укажет вот этот QR-код. Заходите и смотрите. А мне некогда. Мне надо гумму смазывать маслом. Я, к слову говоря, не знаю, смазывают ли гумму маслом в Хорезме. Не успел спросить, но если не смазывают, советую, смажьте
Ну будет же еще вкуснее. А нет, ну, что поделать. И так тоже сойдет. Ну вот и все. Подходит к финалу наш сюжет. И я хочу заметить вот что. Дорогие друзья, вы обратили внимание, как похожи наши национальные кухни? Народы, которые живут друг от друга за несколько тысяч километров, готовят, по сути дела, одни и те же блюда. Хорошо это или плохо? Я думаю, это указывает на нашу общую историю. Я думаю, что это указывает на то, что все люди между собой братья. Когда-то у нас были общие бабушки, дедушки, которые и научили нас, как готовить гуму, как готовить кутабы, как готовить русские пирожки, как готовить украинские вареники, как готовить узбекскую самсу, как готовить татарский кыстыбый. Ну а как готовить хорезмскую гуму, вы научились прямо сейчас. Так что мне остается пожелать вам больших успехов в кулинарии и, конечно же, как всегда, приятного аппетита! Дорогие друзья, много лет я веду кулинарные программы на телевидении, веду блоги в интернете, видеоблоги. И все эти годы я пишу книги. Но одна из книг в моей вот этой большой коллекции особенная. Эта книга написана не о родной для меня узбекской либо азербайджанской кухне, не с детства любимой немецкой либо русской, не с той кухни, куда я поехал, как в сказку, имея в виду кухню Марокко. Эта кухня посвящена чеченскому народу. Это книга о кухне чеченского народа. Это кухня богатырей и красавиц. Это кухня того народа, где все молодые ребята вырастают настоящими спортсменами. При этом девушки, на удивление, тонкие и стройные. Это книга, в которую я вложил очень много труда. Я много раз ездил в Чечню. Сначала я ехал в Чечню с некоторым ощущением смутной тревоги. Все-таки там недавно, еще так недавно была война. Там гремели взрывы, там гибли люди. Там происходили какие-то страшные события. Народ прошел через эти испытания. Народ сохранил себе здоровый корень. Народ сохранил себе мудрость, доброту и гостеприимство. Если хотите узнать о том, какие люди чеченцы, то начинать, может быть, стоило бы с общего стола. Понимаете? За столом происходит все только самое хорошее. За столом люди мирятся. За столом люди дружат. За столом люди воспитывают своих детей. За столом заключают договора об образовании новой семьи. Как сватовство происходит? За столом. За столом люди едят друг с другом и говорят, мы с ним пуд соли съели. Значит, что эти люди знают хорошо друг друга. Мы, люди, которые живут в России, множество разных народов, никуда не сможем деться друг от друга. Мы навсегда, мы Богом данные соседи. Мы должны узнавать друг друга, мы должны подружиться, мы должны уважать друг друга, мы должны полюбить друг друга. И проще всего это сделать через кухню. Проще всего это можно сделать
через знакомство с хорошими, добрыми традициями каждого народа. Поверьте, у чеченского народа этих традиций очень много. Некоторые ребята, мои подписчики, смотрели ролики в интернете, видеоролики, которые снимались тогда же, там, в Чечне, и писали, мне запомнились комментарии многих людей. Мне люди говорили, а ведь нам надо учиться у этих людей, как жить. Понимаете? Вдруг русские люди пишут, нам надо учиться, как жить у чеченцев. Я могу и наоборот сказать. И чеченцам стоит тоже смотреть на других людей и учиться, как жить, как готовить, как развивать свою национальную кухню. Для развития национальной чеченской кухни я создал 4 рецепта, которые мои авторские рецепты, которые я решил преподнести в дар чеченскому народу. Многие считают, сами чеченцы многие считают, что кухня у них, мол, бедная. У нас же почти что ничего нет, как ты мог написать кулинарную книгу, да еще такую толстую. Пока мы работали над этой книгой, я отшучивался. Я говорил, знаешь что, про французскую, про итальянскую кухню любой дурак может написать книгу. А ты попробуй написать про чеченскую кухню книгу. Так вот, мы перевыполнили план. Мы создали, вот смотрите, видите, какая-то огромная книга. Толстая, большая, 3 килограмма весит. Напечатана, правда, она на очень хорошей бумаге, в очень хорошей типографии. Но за скобками остался материал еще на одну такую книгу о чеченской кухне. Но пока что я советую, во-первых, Мохчаву. Вот, а если чеченец, если и ингуш, братский народ, если ты просто с Кавказа парень, поддержи. Потому что каждый народ России заслуживает иметь такую кулинарную книгу. Если вы интересуетесь кулинарией Кавказа, Средней Азии, если вы полюбили всю остальную кухню, вы и это полюбите. И эти блюда тоже полюбите. Одним словом, эта книга знатный подарок для любого самого дорогого, самого уважаемого вами человека. Ее приобрести можно на сайте stalik.ru. Это мой интернет-магазин. Мы направляем книги по всей России, во многие страны СНГ, всюду, куда доходит почта. Если хотите, можно приобрести книгу с автографом. Знаете, посмотрите цены на книги, и чтобы понять, дорого это или дешево, сходите в любой книжный магазин. Посмотрите, сколько стоят там такие книги сейчас. И вы убедитесь, что цена, по которой продается эта книга, более чем скромная. Эта книга сделана не для того, чтобы деньги заработать. Эта книга сделана прежде всего для того, чтобы помочь братскому чеченскому народу создать первую в мире книгу о кухне чеченского народа. Поздравляю всех чеченцев, поздравляю всех нас, любителей кулинарии. Приходите на сайт stalik.ru.